Доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Это канал об узорах. Я Оля. Рада приветствовать всех новичков, гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Заглядывайте обязательно в плейлисты, их уже много. И надеюсь, вам понравится видео, вы поставите свой лайк и напишите комментарий. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал. И нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет, слова благодарности. В каждом видео я говорю, что вы моя группа поддержки. Спасибо вам огромное. И я ж к вам с новым узорчиком. Сегодня будет вот такая вот цветовая палитра. А ниточки это получается Ярнард, Элит. И вот эти два моточка это Бэби. Так, смотрите, это все стопроцентный акрил. Смотрите, сейчас вам покажу. Стопроцентный акрил, большой моточек. Здесь в 100 граммах 300 метров. Так, здесь получается стопроцентный акрил. Так, вот он. Маленький моточек 50 грамм, 150 метров. Толщина получается ниточек такая же. В данном моточке получается тоже было 300 метров в 100 граммах. То есть то же самое, та же самая все толщина. Значит, мы будем их вместе совмещать. Итак, что говорит нам производитель по поводу крючка? 3,5 миллиметра. Дальше смотрим. 3,5 миллиметра. И у этого тоже 3,5 миллиметра. Вот, берем нашу рабочую лошадку и приступаем к вязанию. Давайте начнем опять с белого, да? Его много, начнем с него. Кто смотрит мои видео, знает, да, что я набираю небольшое количество петелек в образце. Приблизительно около 30. Сегодня набираем 35 воздушных петелек. У нас раппорт узора будет 5 петелек. И чтобы он красиво закончился, получается, по двум краешкам, мы наберем 35 воздушных петелек. Угу. То есть вы можете набирать узор кратный 5, получается, ну и плюс 10 петелек. Итак, зафиксировали и начинаем вязать воздушные петельки. 35. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Вот он, наш будущий образец. А теперь я настоятельно рекомендую вам первый ряд, да, так скажем, сделать вспомогательным, а именно сделать его столбиками с накидом, для того, чтобы мы с вами просто не потерялись в воздушных петельках во время узора. Итак, 3 петли подъема. 1, 2, 3. Теперь считаем пятую петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. В нее делаем накид и в нее провязываем. Вводим крючок, провязываем столбик с накидом. 1, 1. По 2 петельки. В следующую петельку опять вводим крючок, вытягиваем ниточку по 2 петельки. 2, 2. И так далее до конца ряда провязываем. Новички отрабатывают навык провязывания столбиков с накидом. Угу. Если что, перематывайте чуть-чуть назад. Если что, делайте скорость чуть-чуть поменьше. Так, и до конца ряда, этот ряд несложный, мы его провязываем столбиками с накидом. Если вы точно так же набирали 35 воздушных петель, как и я, значит, у вас должно получиться 35 столбиков с накидом. Все логично. Угу. Все, давайте. Ряд несложный до конца ряда, а потом я вас встречу. Итак, довязали до конца ряда нашу вот эту дорожку из столбиков. Дальше что делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И следующие 2 столбика будем провязывать столбиками с накидом. 1 и 2. Таким образом у нас получается с краешку 3 столбика, да? 3 петельки подъема. Это имитация столбика с накидом. 2, 3. И вот эти 3 столбика у нас будут что в начале, что в конце каждого ряда. Угу. Что делаем дальше? Дальше делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. В ниже стоящем ряду пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. И сюда же еще такие же 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И у нас получается вот такой вот веерочек. Угу. Дальше опять 2 воздушные петельки, накид, пропускаем 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и в пятый точно так же провязываем еще раз
такой же веерочек. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Воздушная петля. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Вот видите? Вот такие вот веерочки. Опять 2 воздушные петельки и так далее, и так далее. Самостоятельно до конца ряда провяжите. Давайте. То есть 2 воздушные петельки, потом будет веерочек, потом опять воздушные петельки, опять веерочек. А в конце ряда я вас встречу. Давайте. Итак, смотрите, довязали практически до конца наши веерочки. Последний веерочек. Опять сделали 2 воздушные петельки. В первом ряду пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в пятый провязываем столбик с накидом. Мы ряд заканчиваем. Так, и мы договорились, что мы заканчиваем и начинаем одинаково. То есть у нас будут 3 столбика с накидом. Вот. 3 столбика с накидом. Закончили. Точно так же, как и начинали. Угу. И здесь я хочу, вы можете продолжать дальше этим же цветом, но я хочу ввести новую ниточку. Вот таким вот образом. И эта ниточка цветная будет всего лишь один ряд. Поэтому я начну с этого конца, дойду до белой ниточки и дальше продолжу белой ниточкой. Хорошо? Ну, чтобы не отрезать наши ниточки. Итак, зафиксировали вот так вот петельку. Присоединились к третьей петельке подъема предыдущего ряда. Так, подтянули ниточку. И по узору, да, мы с вами договаривались, что у нас каждый ряд будет начинаться 3 столбиками с накидом. Раз, два, 3 воздушные петельки вначале сделали. И потом еще 2 столбика с накидом провязали. Есть. А теперь внимательно смотрите. Делаем накид и вводим крючок. Вот наш веерочек, 3 столбика, да, первых. Вот так вот. За первый столбик, чтобы столбик был перед крючком. Вытягиваем ниточку, а далее провязываем, как обычный столбик с накидом. Это называется рельефный лицевой столбик с накидом. Следующий столбик провязываем точно так же. Ввели крючок за столбик, вытянули ниточку и провязали, как обычный столбик. И третий столбик точно так же. Вот. У нас 3 рельефных лицевых столбика с накидом. Дальше, помните, между 3 столбиками была воздушная петелька. Она формирует такую вот арочку, да? Делаем накид, в эту арочку проваливаемся, вытягиваем ниточку, вот так вот, и не провязываем. Раз, накид сюда же 2, накид сюда же 3, накид сюда же 4, накид сюда же 5. Я сделаю 5, вы можете делать 3, 4, 6, 7, 9 и так далее. Не забывайте о том, что чем больше петелек накидов, тем шишечка эффектнее, но она съедает, естественно, больше ниток. Угу. Все вместе одной петелькой провязали, зафиксировали. И сразу же перескакиваем в остальные 3 столбика веерочка. Точно так же вводим крючок за столбик, то есть столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязали, как обычный столбик с накидом. Еще раз. Вытянули ниточку и провязали. И последний столбик точно так же. Угу. Вот. Так у нас выглядит с этой стороны картина наша. Вот так она будет выглядеть с другой стороны. Вы в дальнейшем уже просто будете выбирать, какая сторона вам больше нравится. Да? Давайте еще раз покажу. То есть мы как только провязали веерочек, да, вот последний столбик, сразу же перескакиваем на следующий веерочек. Сразу же к первому столбику следующего веерочка. Точно так же рельефный лицевой столбик с накидом. Раз. Такой же столбик. 2. Такой же столбик. 3. Далее в арочку между столбиками вводим крючок. Вытягиваем ниточку. Раз. Еще раз. 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Все вместе провязали, зафиксировали. И сразу же последние 3 столбика. Раз, рельефно-лицевой столбик с накидом. 2 и 3. Все. Вот такая вот получается красота. Итак, самостоятельно вы сейчас провяжете до конца ряда, да? Несложно, вы справитесь.
А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, довязали практически до конца наши вот эти желтые веерочки. И покажу, как заканчиваем. После веерочка, да, сразу же перескакиваем вот в последние 3 столбика. Раз столбик, 2 столбик. И смотрите внимательно. 3 столбик провязываем, но не до конца. Вот последние 2 петельки присоединяем белую вот так вот ниточку, и последние 2 петельки мы провязываем уже белой ниточкой. Аккуратно, сильно не затягиваем, да, чтобы не зажуркать край. Все, переключились, получается, на белую ниточку. Все, поворот. И дальше будем продолжать белой ниточкой. Видите? 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Во второй столбик провязываем столбик. И в третий столбик провязываем еще один столбик. Есть. Далее мы будем повторять с вами точно такой же, вот наш не начальный ряд, да, а вот именно ряд с веерочками. Итак, вспоминаем. 2 воздушные петельки, накид. Вот где у нас верхушечка нашей шишечки, бубочки, да, вводим крючок. Вот. И провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 1 воздушная петелька. И сюда же провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Угу. Вот наш веерочек. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки. Раз, два. И перепрыгиваем к следующей шишечке нашей. Вот так вот за верхушечку хватаемся. И здесь опять делаем еще один веерочек. Раз, два, три столбика с накидом, воздушная петля, и сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Понятно, да? Все. То есть вы повторяете точно такой же белый ряд с веерочками до конца ряда. Несложно. Давайте, в конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Итак, смотрите, вот довязали практически до конца наш ряд с веерочками с беленькими. Закончили 3 столбиками. И здесь так, мы будем вводить, получается, новый цвет. Ну, как мы можем вводить? Мы можем ввести его с этой стороны, так, дойти до конца, но придется отрезать потом ниточку. Либо мы повторяем точно так же, как мы делали в предыдущем ряду. Провязываем до конца и вытягиваем вот так вот петельку. Если вы вяжете одной ниточкой, то есть нет никаких вообще сложностей. Так вот по порядку идете, да? Итак, в моем случае сейчас здесь будет серенькая ниточка. В вашем случае может быть какая угодно. Итак, зафиксировали петельку нашу и присоединяемся таким вот образом к началу ряда. Подтянули петельку и опять же у нас должно быть 3 первых столбика с накидом. Раз, два, три. 3 петли подъема. Во второй столбик провязываем столбик с накидом и в третий столбик провязываем столбик с накидом. А теперь будьте внимательны. Видите, мы должны с вами повторить точно такую же картину. Так? То есть у нас должны, получается, быть вот таким вот образом связаны наши разноцветной ниточкой столбики, чтобы повторить рисунок рельеф. Для этого, смотрите, накид. Что мы делаем? Мы делаем не лицевой рельефный столбик с накидом, а наоборот изнаночный. Теперь смотрите внимательно. Вводим крючок вот таким образом, что у нас столбик находится за крючком. Понятно? Если вы вяжете все это одним цветом, как бы вы будете делать все одинаково. Но в нашем случае получается, чтобы соблюсти и цвет, и соблюсти именно рисунок, нам необходимо будет менять рельефные лицевые, рельефные изнаночные. Вытянули точно так же ниточку и провязали столбиком с накидом. Еще раз. Следующий столбик. Провязываем. Вводим крючок таким образом, чтобы у нас столбик, видите, был за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем обычным столбиком с накидом. И последний столбик точно так же. Столбик за крючком беленький. Вытягиваем ниточку и провязываем обычным столбиком. Есть. Теперь делаем шишечку. Вот наша арочка. Вводим крючок. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Провязали. Зафиксировали.
Следующие 3 столбика провязываем 5 рельефными изнаночными столбиками с накидом. Ввели крючок, столбик у нас сзади крючка, вытянули ниточку и провязали обычным столбиком. Второй столбик точно так же. И третий столбик точно так же. Так, смотрим, что у нас получается. Видите? То есть вот наш получается этот рельеф белой ниточкой, он сохраняется, да? Вот у нас так вот выглядит картина сзади. Если вам понравится больше сзади, да, то вы можете смотреть непосредственно вот именно эту сторону как, ну, как лицевую, да? А это, может быть, у вас будет изнаночная. Еще раз, смотрите. Как только мы провязали последний столбик, мы сразу же перепрыгиваем к следующему веерочку. Захватили столбик так, что у нас столбик сзади крючка, вытянули ниточку и провязали обычным столбиком. Раз. Точно так же. 2. Точно так же. 3. И затем шишечка в арку. Раз, два, 3, 4 и 5. Все вместе провязали, зафиксировали. И еще раз 3 рельефных изнаночных столбика с накидом. Раз, 2 и 3. Все. И точно такой же второй веерочек готов. Понятно? Давайте. Вот так вот сейчас довяжите до конца ряда. Так. Потом опять беленькой ниточкой веерочки. Здесь присоедините, возможно, новый цвет. Возможно, у вас будет повторяться цвет и так далее. Потом опять вернетесь белой ниточкой и так далее, и так далее. Угу. Давайте вырастим наш узорчик на несколько рядочков и посмотрим, что получается. Встретимся через несколько рядов. Итак, девчат, смотрите, какая получается красота. Провязала несколько рядочков, да? Смотрите. Одна сторона, другая сторона. Так. Если вы хотите, чтобы эта у вас сторона была лицевая, то, естественно, шишечки, получается, придется вот так вот сделать. Шишечки будут с этой стороны. Так. Но у меня автоматически они стали с той стороны. Гляньте, красота. Угу. Акрил мягенький. Узорчик, гляньте, как тянется. Да? Смотрите. Если наоборот опустить его, перевернуть. Итак, мы набирали 35 воздушных петелек. Так. Если это же плотность, этот же крючок, да, это же пряжа, то это приблизительно будет 21 сантиметр. Так, вот так вот, 21 сантиметр. Так. А здесь получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. Ну и 11 получается наборный. Если по самой высокой точке, то это будет 12,5 сантиметров. А если по самой низенькой точке, ну, 12. Ну, классно. Смотрите, расцветочку можете применять любую. Смотрите, если это будет кофточка, если это будет кардиганчик, если это будет жилеточка. Даже если это будет палантинчик, да. Выбирайте ниточки по толщине, так скажем, по рельефу, по структуре, по цвету. Можете также разноцветно делать, можете одноцветно делать. Я думаю, что шикарно будет в любом случае. Итак, я надеюсь, видео вам понравилось. Жду ваши лайки, а также ваши комментарии. И не забывайте подписываться, кто еще этого не сделал. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.